Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я хочу провести аналитику на два видео Тима Морозова под названиями «Обнаружен реальный призрак замка фон Мек» и «Призрак замка фон Мек вышел на контакт». Да, эти два видео вышли давно, но они также нуждаются в подробной аналитике. В дальнейшем, по мере сил и возможностей, я буду анализировать и другие, ранние видео Тимофея. Сначала, по традиции, я хочу обсудить моменты, которые заинтересовали зрителей, но которые, на мой взгляд, не являются мистическими проявлениями. Предупреждаю заранее, вкусное оставляем на потом. В самом начале первого видео, когда Тимофей только шел к месту съемок, в кадр попадает какое-то насекомое, по виду больше напоминающее крупного мотылька. Зрелище необычное, но, как оказалось, и такое встречается в нашем мире. Многие насекомые находят укрытие для зимовки или же впадают в состояние диапаузы, чем-то напоминающее состояние анабиоза у позвоночных. Но есть и те, кто спокойно переносят отрицательные температуры в активной форме или же покидают свои укрытия на время оттепели. Из наших бабочек 40% переживают зиму в стадии гусениц, примерно 20% в стадии яиц и лишь немногие в виде имага, той самой бабочки, к образу которой мы привыкли. Таким образом, появление этого насекомого в кадре хоть и является зрелищем необычным, но не относится к чему-то невозможному. Некоторые зрители интересовались, что за странная нить или же полоса света появляется на кадрах разрушенной лестницы. Вкратце, это всего лишь паутина, подсвеченная Тимофеем. Воистину говорят, что у страха глаза велики. Вот и некоторые зрители в торчащем крае балки рассмотрели какое-то лицо. Хочу сказать так, иногда балка – это просто балка, и в ней нет ничего паранормального, кроме причудливой формы, игры света, тени и воображения. Было также и множество различных иллюзий. Например, тень за дверным проемом является просто облупившейся темно-зеленой краской, которую вы также можете видеть и на стенах переднего плана. На этом фрагменте тень тоже иллюзия. Тимофей светит в дверной проем фонариком, свет этот частично перекрывается ближними объектами, и в итоге мы видим тень, которая изменяется в зависимости от расположения источника света. На втором видео зрители заметили тень, будто кто-то выглядывает из-за стены и затем прячется. Но, увы, и это всего лишь иллюзия. Помимо смены ракурса источника света, Тимофей еще и приближается к этому месту. Таким образом и получается своеобразная игра света и тени. На следующем фрагменте мы опять же видим иллюзию. Камера ночного видения отбрасывает тень, перекрывая собой свет от фонарика. Когда Тимофей находился в подвале, он осветил фонариком окно. Опять же, тут мы наблюдаем иллюзию движения тени из-за смены ракурса падения света. Во время первого осмотра подвальных помещений Тимофеем некоторым зрителям показалось, что на окне располагается полулежащая фигура, но при ближайшем рассмотрении стало понятным, что это всего лишь нагромождение досок. Во втором видео из этой усадьбы Тимофей установил камеры ночного видения. Одна из камер равномерно покачивалась, что вызвало у зрителей некоторые вопросы. Все опять же объясняется просто. Тимофей подвесил эту камеру к проводу от розетки, и любое дуновение ветра вызывало эффект покачивания изображения. Когда Тимофей находился на верхних этажах здания, зрители заметили странный свет. Опять же, в этом нет ничего мистического. Относительно недалеко от усадьбы проходит дорога, и, скорее всего, в поле зрения попал фонарь дорожного освещения. Отдельную главу аналитики я посвящаю различного рода бликам. Многие зрители, заметив подобные блики, принимали их за призрачные силуэты. Вот, например, на этом фрагменте видео. Обратите внимание на движение блика. Он повторяет движение Тимофея под определенным углом. Когда Тимофей отворачивается от камеры, то и блик пропадает, потому что свет больше не попадает в оптическую схему объектива и, следовательно, не достигает матрицы камеры. На эту же камеру были засняты и другие блики, что только подтверждает сказанное мною ранее. Помимо бликов на камеру, в видео встречаются и отражения от плитки. Цокольный этаж отделан кафелем. Довольно большие по площади помещения соединяются более узкими проходами. Когда Тимофей, что на первом, что на втором видео, проходит по такому узкому участку, его фонарь светит на кафель, и лучи, отражаясь от него, создают отблески, видимые на камеру. Кто-то принял эти отблески за призраков, но, как вы понимаете, это всего лишь иллюзия. Такое же явление мы наблюдаем и в другом помещении подвала. А вот следующий момент видео уже вызывает вопросы. Когда Тимофей идет вдоль выложенной кафелем стены, его фонарь светит вперед неподвижно. Хоть Тимофей движется прямо, направление света не меняется. И я не знаю, что могло вызвать такой блик. Или же это не блик вовсе. Данный момент представлен для вашего обозрения, и уже вам решать, что это было и является ли это, на ваш взгляд, проявлением паранормальной активности. Обе части видео из усадьбы фон Мек снимались Тимофеем в холодное время года, и при анализе этих видео стоит брать во внимание низкие температуры, при которых изо рта виден пар, а периодически летающие белые мухи – это мелко накрапывающий снег. Вот как раз именно снегом можно объяснить данный фрагмент видео.
По мере продвижения Тимофея по усадьбе снег становится интенсивнее, двери, окна, бреши в стенах и потолках. Все это позволяет снежинкам проникать в помещение. Они подсвечиваются фонариком и создается обманчивое впечатление, будто летают насекомые или же орбы. Пар же изо рта идет всегда, но видно его только в мороз, потому что на холоде пар конденсируется в капельки воды, что мы и наблюдаем при выдохе Тимофея в самом начале первого видео. Если прислушиваться к многим моментам, когда появляется странное облачко, принятое некоторыми за проявление сущности, то становится понятным, что это всего лишь выдыхаемый Тимофеем пар. Но далеко не все можно объяснить паром изо рта. Например, вот это странное облачко. Оно не является отражением, поскольку в том месте отсутствует кафель, способный отразить свет, и находится довольно далеко от Тимофея, который в этот момент не делал выдох. Тут я уже затрудняюсь дать какой-то четкий ответ, что же это такое, как и на два следующих случая. На этом фрагменте сложно понять, что мы видим и слышим. На какую-то долю секунды появляется облачко. Опять же, Тимофей не делал выдох. Это облачко проявляется в определенном месте с каким-то странным щелчком. Я не отрицаю возможности того, что это было не что иное, как какая-то сущность, которая проявилась и в электромагнитной активности, воздействовавшей на технику Тимофея, что и было запечатлено как некий щелчок. И еще один непонятный момент. Да, на этом фрагменте видео Тимофей делает выдох, и да, мы видим пар от этого выдоха. Но вопрос в том, что за второе облачко, движущееся справа? Странных звуков видео было множество, и, конечно же, часть из них не является мистическим проявлением и объясняется довольно просто. На данном фрагменте мы слышим звук, который некоторые зрители приняли за какое-то слово. Обратите внимание на движение Тимофея в этот момент. Шум его одежды, а также выдох накладываются друг на друга, создавая иллюзию чьей-то речи. Также почему-то часть зрителей приняла слова, которые говорил сам Тимофей, за проявление ЭГФ. Обратите внимание на Тимофея и движение его губ, и все станет на свои места. Следующий шум, с одной стороны, можно принять за чей-то бег или прыжки. Это просто ужасно. Мое мнение, причина этого звука в сильном ветре, который мог привести в движение металлический лист покрытия крыши. Обратите внимание на состояние крыши данной усадьбы. Нет ничего удивительного в возникновении подобных шумов в ветреную погоду. И этот звук тоже вполне можно объяснить сильным ветром. Но вот дальнейшие два звуковых проявления свалить на ветер не получится. Мы явно слышим звуки движения кирпичей, как будто кто-то движется в соседней комнате. Когда Тимофей переключился на камеру ночного видения и взбирался на верхний этаж по двери или что там было, раздался странный звук, как ответ на шум, издаваемый Тимофеем. Как знать, может быть, камера недостаточно достоверно передала звук, и на самом деле это всего лишь стук листа крыши от ветра, а может быть действительно какие-то ответные удары. С подвалом все сложнее, как такового ветра там не наблюдается, и за все видео я не заметила ни одной мыши или же крысы, к тому же способных издавать такие звуки. Поэтому, без обиняков, я могу только развести руками и принять данные шумы за проявление паранормальной активности. Также, когда Тимофей находился в подвале, раздались какие-то звуки, похожие то ли на писк, то ли на крик какой-то птицы. Если взять во внимание тот факт, что рядом находится лес, в котором вполне могут обитать как птицы, так и небольшие животные, то данное звуковое явление не выглядит столь необычным. Анализ наших шумов и звуков завершает тот самый вздох, который раздался во время отключения Тимофеем всех камер и фонаря. Без комментариев. И вот мы пришли к самым, на мой взгляд, интересным моментам. И первый из них – двери. Да, движение дверей, можно сказать, сбило с толку и Тимофея, и зрителей. Мнения разделились. Одни сочли движение дверей следствием сквозняка и сильного ветра, другие приняли это за паранормальную активность. Давайте разбираться. Действительно, погода была ветреной, окна в усадьбе не сохранились, часть крыши разрушена. Такие условия – раздолье для сквозняка. И если вслушаться, то мы заметим усиление ветра перед движением дверей.
Но не все так просто и однозначно, как может показаться. Во-первых, прислушайтесь к звуку, с которым захлопываются двери. Да, сквозняк в силах такое сотворить, но может ли он открыть затем плотно прилегающие двери? Во-вторых, в некоторых случаях ни перед движением дверей, ни после не было слышно усиливающегося ветра. Что же тогда двигало двери? В-третьих, была одна особенная дверь, после открытия которой было зафиксировано нечто странное и непонятное, на мой взгляд, абсолютно ненормальное и не поддающееся объяснению, но об этом немного позже. Мое мнение по поводу движения дверей: я считаю, что мы стали свидетелями как и действия сквозняка, так и паранормальной активности. Еще одним интересным моментом было движение бутылки в подвале. При первом посещении данной усадьбы у Тимофея не было возможности установить дополнительно камеру, чтобы определить, что же двигало бутылку. То, что она движется, было понятно по характерному звуку, а также изменению положения этого объекта. Бутылка сейчас находится просто тупо в другом месте. Во второе посещение Тимофей уже был технически подготовлен и установил камеры, в том числе и напротив данной бутылки. И уже тогда стало понятным, что к этому движению ни мыши, ни крысы не причастны. И все это мистические проявления. В какой-то момент мы замечаем странный объект, поднимающийся вверх чуть правее бутылки. Возможно, это был орб. Думаю, все зрители помнят тот момент, когда Тимофей, решив пройти по опасной балке, рискуя жизнью, был остановлен каким-то голосом. Так до сих пор и непонятно, что именно было сказано. Каждый слышит что-то свое. Мы не будем пытаться выяснить, что же именно сказали Тимофею, но запомним сам голос, который произнес эти слова. Удивительно то, что этот же голос звучал и в другие моменты видео. Тут был и странный выдох, как будто кто-то позвал: «Тим!». И слово, похожее то ли на зависть, то ли на сзади. Но более всего я была удивлена, услышав этот голос во второй части видео, которая снималась значительно позднее первой части. «Уходи». Как еще это назвать, если не проявление ЭГФ? Казалось, куда уж загадочнее и мистичнее, но усадьба фон Мек воистину паранормальное место. И то, что будет далее, тому подтверждение. Представляю вашему рассмотрению те моменты, которые не дают мне покоя до сих пор, с самого выхода видео. Поясню. Сначала Тимофей заметил открывающуюся дверь, поспешил осветить ее фонарем, но его отвлекли звуки, доносившиеся откуда-то сверху. Да, открытие этой двери само по себе необычно, ведь мы не слышим как такового звука ветра, но то, что было за дверью, не поддается логике. Обратите внимание на низ дверей. Свет фонаря попадает на какое-то существо, стоящее будто на четвереньках и двигающее головой в такт раздающимся сверху ударом. Попробуем добавить света, увеличить и замедлить изображение. Я много раз пересматривал этот фрагмент, пытаясь понять, что же это такое. То, что это не человек, ясно точно. По чертам это существо напомнило мне Рейка или же какого-то, простите, инопланетянина. Да, версия с инопланетянином у многих вызовет улыбку, но вкупе с тем, что Тимофей наблюдал странные вспышки в небе над усадьбой, это уже не кажется таким неправдоподобным. Я не знаю, что творится с небом здесь, над этим местом. Может, есть какое-нибудь объяснение? Небо чисто светилось, несколько раз так бах-бах-бах. Я не знаю, если получится заснять еще разок. Почему я считаю, что это именно живое существо? Все очень просто. После того, как Тимофей отвлекся на шум сверху, он снова обратил внимание на эту дверь, осветил проем фонарем, но там уже ничего не было. Таким образом, это не мог быть какой-либо зацепившийся пакет или же игра света и тени на куче хлама. Что это было на самом деле, для меня по сей день загадка. Вы же можете поделиться своим мнением в комментариях под видео. Обратите внимание на этот звук бега. Это просто... Это не похоже на бег человека, как будто кто-то передвигается то ли на четвереньках, то ли прыжками. Как знать, может быть, это и было то самое существо.
И, наконец, последний, но весьма загадочный, хоть и спорный момент. Когда Тимофей находился снаружи усадьбы, он мельком обернулся на полуоткрытую дверь. То, что он там заснял, до сих пор вызывает множество вопросов. Что же это было? Чей-то силуэт, немного наклонившийся и разглядывающий Тимофея? Или же груда мусора и оптическая иллюзия? Да, воистину, усадьба фон Мек – это место, полное мистики и тайн. И как знать, какие еще загадки сокрыты в стенах этого мрачного и угрюмого замка.